Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Восстановление зрения у детей. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. 4 эффективных упражнения. Современная медицина предлагает множество различных методик, способствующих восстановлению нормальной остроты зрения при дальнозоркости и близорукости. Разработана специальная гимнастика для глаз, направленная на устранение легких форм косоглазия и астигматизма. К сожалению, выраженная степень этой патологии все чаще требует хирургического лечения. Ниже представлены несколько упражнений для улучшения зрения, которые подойдут как взрослым, так и детям. Если до выполнения гимнастики ребенку были подобраны очки, то упражнения для глаз следует выполнять в линзах на 1 единицу более слабых, чем подобрал офтальмолог. Если же острота зрения снижена незначительно, менее 1 диоптрии, все методики рекомендовано проводить без очков. Методика номер 1. Ступенчатая гимнастика. Способствует улучшению процессов аккомодации, быстрому восстановлению остроты зрения. Для того, чтобы обучить ребенка технике выполнения, сначала лучше освоить всю методику самостоятельно. Встаньте на расстоянии 1 метра от окна. Протяните перед собой выпрямленную руку ладонью к себе. Рассмотрите все линии на ней. Медленно переведите взгляд на оконную раму и внимательно разглядите ее. Посмотрите в окно. Сфокусируйте взгляд на предмете, расположенном не далее 50 метров от него. Если это куст или дерево, разглядите листья, крупные и мелкие ветви. Найдите глазами предмет, находящийся на дистанции приблизительно 100 метров от окна. Если это какое-либо здание, приглядитесь к его окнам, рассмотрите лоджии. Потом переместите взгляд на облака, куда-то высоко в бесконечность. Поэтапно вернитесь глазами на кожный рисунок ладони, передвигая взгляд в направлении здания, дерева, рама, ладонь. Повторите упражнение несколько раз. Каждый раз фокусируя взгляд по 5-10 секунд на каждом из рассматриваемых объектов. Тренировка способствует укреплению аппарата аккомодации, так как заставляет глаз фокусироваться на необходимом, заданном ему расстоянии. Зрительная гимнастика должна выполняться в течение 3 минут по каждой ступеньке и в течение 3 минут через ступеньку. Заканчивать упражнение всегда нужно плавно, уделяя внимание каждой ступени. При значительных нагрузках на зрительный аппарат, чтение книг, работе за компьютером, вышивании и так далее, методику лучше выполнять ежечасно. Упражнения рекомендованы к выполнению с 5-летнего возраста. Чем младше ребенок, тем больше ему требуется разъяснений со стороны взрослого по их техническому проведению. В более старшем возрасте ребенка достаточно просто мотивировать на то, что гимнастика улучшит зрение и поможет ему избавиться от очков. Чтобы подросток освоил методику, обычно достаточно объяснять ему все упражнения 1-2 раза. Методика номер 2. Цифровая гимнастика. Перед ее выполнением согрейте свои ладони, потерев их друг об друга. Потом закройте глаза одной или обеими руками. Веки под ладонями должны быть опущены. Мысленно рисуйте перед глазами цифры от 1 до 10 в прямом и в обратном порядке. Старайтесь, чтобы объем движений глазных яблок был максимально возможным. Проводите упражнения не более 2 минут. Окончив гимнастику и открыв глаза, вы обязательно отметите, что предметы вокруг вас стали ярче и приобрели более четкие контуры. Уяснив суть методики, попробуйте объяснить ее ребенку. На начальных этапах выполняйте упражнения вместе с ним. Со временем ребенку нужно будет просто напоминать о том, чтобы он регулярно проводил их. Цифровая гимнастика особенно актуальна для людей, часто испытывающих большие зрительные нагрузки. При выполнении школьникам домашней работы вечерами методику рекомендовано проводить ежечасно.
Учитывая, что данные гимнастические упражнения значительно улучшают кровоснабжение зрительного аппарата, они рекомендованы к выполнению лицам, страдающим глаукомой, катарактой, лицам, имеющим патологию сетчатки. В комплексе со ступенчатой методикой данные упражнения хорошо снимают усталость с глаз и способствуют увлажнению глазных яблок после работы за компьютером. Методика номер 3. Точечная гимнастика. Целью ее проведения является улучшение остроты зрения. Возьмите белый лист и черным фломастером в одну линию обозначьте 10 точек с расстоянием около полусантиметра между ними. Если острота зрения снижена существенно, допустим межточечный интервал 0,7 см. Расположите лист на расстоянии 40 см перед собой. Вы должны четко видеть точки. При желании легко сосчитать их. Попросите своего помощника постепенно перемещать лист дальше от вас, проводя остановку каждые 20 см. Внимательно присматривайтесь к точкам. Измерьте расстояние от ваших глаз до точек, запомните его. Выполняйте гимнастику в пределах этого расстояния. Приближайте и удаляйте лист от себя, но не увеличивайте заданной дистанции. Упражнение рекомендовано делать трижды в день по 3-5 минут. Совместно с другими составляющими комплексного лечения методика оказывает хороший эффект и заметно улучшает остроту зрения. Обучите данным упражнениям ребенка. Следите, чтобы он выполнял гимнастику для глаз ежедневно. Максимальную пользу методика окажет при выполнении комплекса не реже 3 раз в день. 1 раз в неделю нужно замерять расстояние от глаз до места слияния точек в одну линию. Постепенно эта дистанция начнет увеличиваться, и можно будет увидеть реальный эффект. Также точечная гимнастика рекомендована лицам старше 40 лет, страдающим снижением остроты зрения вблизи. Принципы методики те же, но лист с точками нужно разместить не на 40-сантиметровом расстоянии от глаз, а на такой дистанции, с которой их будет возможно различить. К примеру, с расстояния 60 см. Разглядывать точки требуется на более близкой дистанции, чем та, с которой было начато упражнение. Со временем получится отметить, что глаза стали меньше уставать после чтения книг, после работы за компьютером. Методика номер 4. Зрительная дуга. Упражнение рекомендовано как для школьников, так и для взрослых людей. Оно показано при снижении остроты зрения, при нарушениях аккомодации, при комплексном лечении компьютерного синдрома. Сядьте на табурет перед окном. Взгляните на свои колени, рассмотрите их внимательно. Медленно перемещайте свой взгляд наверх. Останавливайте его на каждом окружающем вас объекте на 20-30 секунд. Переместите взор за окно. Зрительно изучите предметы на улице. Сфокусируйте взгляд на оконной раме, шторах. Затем направьте глаза вниз. Рассматривайте все предметы, попадающиеся взору. Обращайте внимание на мелкие детали. Меняйте направление движений глаз, полностью выполнив 3 раза зрительную дугу. Заканчивая гимнастику, трижды плотно сомкните и широко распахните веки. Обучите методике ребенка. Упражнения рекомендованы людям, ежедневно выполняющим высокие зрительные нагрузки и постоянно испытывающим утомление глаз. Вкупе с предыдущими методиками зрительная дуга повысит остроту зрения, улучшит локальное кровообращение глаз, укрепит аккомодационный аппарат. Автор статьи – Марина Витальевна Ильинская, врач-офтальмолог высшей категории. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.